Всем доброй ночи. Итак, наконец-то нашла время и силы снять несколько работ. Итак, друзья мои, в африканской магии Вуду, Вуду это вообще очень такое понятие обширное, хочу вам объяснить. Вуду вообще-то религия. Состоит из двух понятий. Воу-доу, черное-белое. Черная-белая энергия мироздания, которую можно направить и на созидание, и на разрушение. Откройте, посмотрите мою лекцию «Вуду». Из Вуду сделали такой страшный культ именно режиссеры Голливуда. Вуду стало нечто таким зловещим, синонимом чего-то страшного, именно во времена рабовладения в Америке, когда поклонение духам, предкам считалось для белого человека нечто неприемлемым. И они очень боялись, что с помощью вызова определенных темных духов черное население их страны, которые были на уровне раба, что они вдруг смогут с ними расправиться, и это было запрещено под страхом смерти, казнили, если находили какие-то предметы культа африканских народностей. Поэтому вот отсюда пошли эти страшные легенды. На самом деле магия Вуду направлена 90% на созидание, 10% на разрушение, и то в том случае, если человек достоин этого наказания. Вообще любая магия, она больше направлена на помощь, на исцеление, на избавление от хвори, исправление судьбы и прочее. Изначально магия – это добро. Но в наказании тоже есть добро, понимаете? Если человек заслуживает наказания, например, простить убийцу, что это такое добро? Дать ему возможность дальше это творить, это разве добро? Это самое, что ни на есть зло. Поэтому наказать человека, который избежал наказания, поскольку богат и имеет связи и дальше творит беззаконие, это и есть то самое добро. То есть колдуны, ведьмы, жрецы, люди силы, они приходят в этот мир, в мироздание для равновесия. Для того, чтобы кому-то помочь, кого-то наказать, и это нормально, это правильно. Иного понимания быть не может. Внести равновесие в мироздание. Так вот, Вуду само по себе это религия. Религия поклонения силам природы, духам предков, богам. И есть очень много направлений. Например, на языке африкаанс звучание этих заговоров немного иное, и стиль заговоров иное. Самое востребованное больше всего используется в магии Вуду заклинаний на суахили. Поскольку суахили считается один из основных языков африканских народностей, и практически там 60% населения говорят на суахили. Различных наречиях, правда. Так вот, в магии Вуду есть некая особенность. Привязываете энергию человека с тотемом, с животным, со зверем. Ну, например, Симбамту, человек, лев. Считается, что колдун может принимать обличие льва. Или есть заклинание, где вселяется сила льва в человека, в смелость льва в человека. И человек может сделать то, на что он не решался ранее. Есть Чиомту, человек-леопард. Леопард, он очень тихий, незаметный. Он может пройти пройти незамеченным для своих жертв, а потом напасть. Так вот, все эти параллели, они приводятся для того, чтобы призывать силу, эгрегор вот этого живого существа, его качества. У кого как получается, это тоже зависит от того, насколько человек готов делать эти работы.
Поэтому я всегда рекомендую людям сначала начать с простых заговоров, дальше уже идти то есть более к сложным и прочее. Здесь то же самое. Ваша энергия должна привыкнуть ко всему этому, тогда будет срабатывать быстрее. В наше непростое время, когда хочется жить незамеченным для определенных людей, да вообще, знаете, сейчас пройти куда-нибудь, чтобы нервы не трепали, что-то там не требовали, сами знаете что. Там паспорт покажи, телефон покажи и прочее, прочее. Вот во избежание всего этого я дарила вам и дарю работы. Я дарю работы и дарила на протяжении всех этих конфликтных ситуаций, всех этих кризисных моментов и всего прочего. И эти работы помогли очень многим. И семьям не ощутить, не почувствовать на себе весь этот кризис и ужас, который творится вокруг. И вот сейчас хочу подарить еще один сильный заговор на суахили. Называется «Сила леопарда». Для того, чтобы остаться незамеченным, для того, чтобы пройти, куда вам хочется, чтобы к вам не пристали, чтобы не требовали там паспортные данные и прочее, прочее, чтобы у вас не было конфликта и так далее. Одним словом, избежать конфликта. Может быть, это потом вам пригодится с соседями там пройти, чтобы вас не заметили. Можно это применить, когда вы на работу опаздываете и боитесь, чтобы вас не увидели, значит, к вам не применяли какие-то наказывающие действия, да, чтобы не лишили премии и прочее, прочее. Одним словом, сделать так, чтобы незамеченно пройти везде, и чтобы в этот момент вас не увидели, не заметили, или если даже заметят, сделали вид, что не увидели, чтобы это все прошло для вас безболезненно, скажем так. Читайте 4 раза и спокойно идите. Вот подошли там к супермаркету, прочитали 4 раза, хоть с телефона, сидя где-нибудь на скамейке, и пошли по своим делам. И обязательно вы пройдете туда, и вам никто ничего не скажет, ничего не будет требовать, никакие паспортные данные и все прочее. Хочу сказать, что 2021 год у нас год сумасшествия. Это для тех людей, которые этот ролик посмотрят, может, через много лет и не поймут, что значит незамеченным пройти в торговый центр. Чтобы вы поняли, друзья мои, поколение наши, внуки и правнуки, незамеченным пройти туда не для того, чтобы ограбить, а чтобы элементарно купить хлеб. Представляете? Да. Люди из будущего, знаете, что мы в 2021 году живем в дурдоме. Ваши деды и прадеды. Это вам привет из прошлого. Может быть, лет через 40 этот ролик кто-нибудь откроет и не поймет, в чем проблема, что происходит, почему надо в торговый центр идти незамеченным. Вот я вам проясняю. Откройте историю, прочитайте, в каком дурдоме жили ваши деды и прадеды и отстаивали ваше право на жизнь. Представляете, вилами вас защищали и ваше будущее. Да уж, очень уж прискорбно, но факт. Итак, сила леопарда. Примерно здесь говорится о том, что я, как леопард, незамеченный, пройду, и меня не увидят. Что-то в этом роде. Но есть, естественно, слова-ключи, которые здесь добавляются и прочее. И вот вы превращаете... Как вам сказать? Вот смотрите, говорят, ведьмы превращаются в котов, собак. Нет, друзья мои, просто у ведьм есть определенные мороки. Но они, правда, для ведьм простому человеку дать и нельзя, и не получится. Но вот примерно на этой основе созданы вот эти ритуалы, где незамеченным пройти, чтобы не увидели, не заметили. На той самой основе. Просто здесь, то есть вообще есть одно «но». Вот смотрите, начитывая определенный морок,
Вы видите человека, вам кажется, что проходит кошка. И отсюда и пошли эти легенды, что ведьмы могут превращаться в кошек. Нет, просто это морок называется. Но это значительно сильно морок. Вам это знать незачем. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Ну, незачем. За тайные знания нужно платить. Зачем вам платить? Тем более, если вы этими знаниями пользоваться не будете. Понимаете? Не будете, потому что вам нельзя. Но на основе всего этого созданы те ритуалы, которые я вам дарю. Итак, для тех, кто напишет 500 раз, дайте, пожалуйста, ритуал, а где заговор. Объясняю. Нужно иметь терпение в течение нескольких дней. Яна обязательно печатает и выставляет заговоры. Начнем. Чуи гупита, була, кутамбулива, чуи куторока, чуи мджанджа, чуи хаонакани, мими ни чуи, хавамиони, нимешинда, мими ни наджукуму, ни тапита, била, кутамбулива, итакува, Нина Воитака. Ивехивио. Да, последнее слово еще раз почитаю, немножко неправильно. Язык вот такой, необычный, но для моих зрителей, скажем так, уже привычный. Давно пользуются, и все, кто пользуется суахили, очень хвалят. Потому что это вуду. Вуду – один из сильнейших направлений магии. Религия, которая делится на два направления. Одна часть магии, другая часть религии. Религиозные поклонники, то есть поклонники культа богов, в принципе, не сильно отличаются, если честно. Но та часть, которая поклонение именно богам, это жрецы. Эта часть шаманы, магии называют, по западному стилю, а вообще шаманы, колдуны, вуду. Итак. Да, откройте, посмотрите различные направления магии. Школы магии называются. Школы не те, которые вот эти вот денег дай и открою третий глаз, а именно направление имеется в виду. Чуи хупита. Була. Кутамбулива. Чуи куторока. Чуи мджанджа. Чуи хаонакани. Мими ни чуи. Хавамиони. Нимешинда. Мими ни наджукуму. Ни тапита. Била. Кутамбулива. Итакува. Нина воյотака. Ивехивио. Чуи хупита. Була. Кутамбулива. Чуи куторока. Чуи мджанджа, чуи хаонакани, мими ни чуи, хавамиони. Так, секунду, сейчас потемнее. Сделаю так лучше. Хавамиони, нимешинда, мими, ни наджукуму, ни тапита, била, Кутамбулива, Итакува, Нина Виотака, Ивехивио. Проводите и беспрепятственно, незамеченно для определенных личностей живите спокойно. Чем больше вы знаете и умеете, тем спокойнее ваша жизнь. Всем удачи!